Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота на связи прямо сейчас, психоаналитик. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Спартак, очень бодро началось утром с инсайда из Financial Times о том, что дедлайны таки есть. Более того, 24 числа, в момент годовщины большой войны, выйдет Зеленский и объявит, что у нас будут выборы, референдум, и, мол, условия такие жесткие поставили американцы. Интригует, безусловно, тем более, что и сам Зеленский говорил, что 15 мая, вот этот вот рубеж. Вместе с этим очень специфически выглядит, такой, объемный, что ли, трек игры на ожиданиях конца войны. И все стороны этим занимаются, играют на этом, на конце войны. Значит, Украина. Зеленский говорит, вот все закончится, будет мир, Украина за мир. Америка, понятно, говорит, мы дедлайны никакие не ставим, но все-таки Уитакер комментирует, говорит, нет, мы вообще хотим, чтобы все завтра закончилось, то есть нет каких-то вещей, которые мы ставим на вид Зеленскому. Ну и, конечно, Россия. Почему? Потому что даже вот эта история с Лавровым, который ускоряет Соединенные Штаты, взывая к духу Анкориджа, то, что последние дни обсуждается, это ведь тоже игра на завершение войны, мол, давайте по-мужски все решим. Очень интересно, как выглядят стороны ввиду этого, и на самом ли деле мы подходим к моменту истины? Что думаете? Александр, очень хорошо, что вы учли и Россию, потому что на самом деле выгоднее всего и хотелось бы закончить войну России, а не Украине. Украина не заинтересована в этом. Я объясню почему. И потом, подрезюмирую, отвечу на ваш вопрос. Значит, смотрите, что очень важно учесть. Россия заинтересована в конце войны как государство, потому что там есть государственность, есть суверенитет, есть все признаки свободного государства. Я не говорю свободы внутри государства, это уже дело каждого. Знаете, кто-то любит, кто-то не любит. Мы говорим про факты, мы говорим именно про государство как суверенный элемент. Там есть это. У них есть земли, они принадлежат государству, ни другому, не США, России. У них есть все элементы, все признаки легитимности. А теперь, что самое важное, Россия, давайте так, конкретно Путину не плевать, что будет с государством в течение следующих нескольких лет. Он заинтересован в этом развитии, он заинтересован в том, чтобы война закончилась, чтобы стабилизировать экономику, чтобы можно было, собственно говоря, двигаться дальше и делать какие-то проекты. Хоть США, хоть не США, не играет роли. Дальше это будет иметь смысл для развития. Украине почему невыгодно? На Украине с точки зрения социальной, с точки зрения культурной и с точки зрения, я не буду говорить этнической, я буду говорить скорее демографической, жирнющая точка. Александр, невозможно будет восстановить нацию. Количественные показатели, уже помните, я рассказывал в одном из интервью 0,7 ребенка на семью, индекс рождаемости, 0,5, иногда в какой-то месяц 0,6 уже. То есть меньше одного ребенка на семью. Для того, чтобы сохранить, чтобы репродукция нации происходила, должно быть 2,1 минимум. 2,3 для того, чтобы хоть какой-то был прирост. И я не говорю, что у России сейчас очень хороший прирост по населению, но сильно лучше, в 2,5 раза больше, чем у Украины. Украина заканчивается, украинцы заканчиваются. И решить эту проблему невозможно, потому что Украина существует на дотации внешних, скажем так, союзников, если их можно так назвать. То, знаете, с такими друзьями и враги не нужны. Потому Украина уже обречена. И когда ты обречен, ты уже не рассчитываешь на что-то. Ты рассчитываешь выжать максимум из того, что осталось, понимая, что ты закончишься. Украина закончится, к сожалению, при том, что я украинец, и я люблю Украину. То есть территории государства. Мне нравятся города, мне нравятся люди. Не все, естественно, но мне нравятся люди. Потому болезненно, но есть факт. Россия заинтересована в конце войны больше, потому что у нее есть будущее. Вот что важно знать. У Украины будущего никакого нет. Вы знаете, вы здесь о территориях, об украинцах. На самом деле, кто ведь больше украинец? В последнее время ты иногда задаешься этим вопросом. Вот я на днях понял, кто настоящий украинец. Это Кая
Каллас. Она вообще выходит и в условиях завершения войны берет и говорит, надо ограничить армию Российской Федерации. Мол, это прописать и вот это вот, так сказать, приурочить к нашим требованиям со стороны России. Еще это все только Украину все пытаются нагнуть. Надо и Россию нагнуть. Вот вам, пожалуйста, как там говорят, потужно ведь. Поэтому, знаете, тут территории, не территории. Вот где настоящая украиночка Кая Каллас. Представляете, вроде как из Эстонии, а просыпается это все внутри. Ведь это же специально делается под переговоры. Правда, да. И вот даже, знаете, мне с Испанией как будто бы виднее. Вот я вот прям сижу и вижу, вот надо сократить армию. Я считаю, что России прям надо, знаете, извиниться, полностью выплатить, естественно, за все разрушения и, сделать распуск всей армии. В принципе, зачем сокращать? Надо распустить. Безумие. Понимаете, Александр, когда человек не способен анализировать. Смотрите, я не думаю, что он не способен анализировать. Я привожу как пример, потому что я понимаю, для чего это делается. Если мы скажем, запомните, Александр, если мы, или кто-нибудь в эфире с вами скажет, что они реально сумасшедшие, мы снимаем с них ответственность. Они не сумасшедшие. Они все понимают, что они делают. Это преступники. Это преступники. Причем преступления против человечества. Не против государства, не против какой-то личности, против всего человечества, потому что страдают по итогу все. Они уйдут потом, но они оставят после себя разруху. Когда Кая Каллас выдвигает подобные утверждения, у меня возникает ощущение такое, знаете, что есть такой эффект, я расскажу зрителям, называется эффект приманки. Человек считает какую-либо услугу, либо товар привлекательным, если кроме него предложат менее подходящий товар. Вот, допустим, вам говорят, что есть 3 варианта. Вот вариант А. Война продолжается, мы даем оружие. Украине, да, там она будет в долгах, все остальное, война продолжается, мы российский газ покупать не будем, энергоносители не будем. Вот оно движется таким образом. Второй вариант. Украина идет на договоренности. Она отказывается от каких-то территорий во благо выживания нации и государства. И предлагается третий вариант, абсолютно конченый и абсурдный, который никто никогда не примет. Россия сокращает войска, выводит часть войск и выплачивает репарации. Третий вариант был предложен для чего? Для того, чтобы второй выглядел более приемлемым. И это правда называется эффект приманки. Если вы приходите, вы можете это заметить, когда вы покупаете кофе. Вот вы покупаете кофе, есть маленький стаканчик, средний стаканчик и средний стаканчик, но брендированный. Никто не собирается покупать средний стаканчик брендированный, который дороже на 20 гривен. Вы купите средний обычный стаканчик. И как раз это и было целью. Брендированный, их может даже и немного. Там они стоят только для того, чтобы заставить вас сделать выбор в пользу кофейни. Чтобы вы купили не маленький кофе, а средний. То, что предлагает Европа, то, на что давит сейчас Трамп, это и есть эффект приманки. Но есть маленький нюанс. В этой всей истории никто не учитывает позицию России. А несмотря на то, что у России сейчас тяжело, там тоже какие-то блэкауты есть, тоже нужно учитывать. Люди не бесконечные. Их мобилизационный ресурс не такой, как европейский. Они во многом ограничены, у них сложности с экономикой. Они с Индией сейчас даже отношения. То есть все сложно, но есть один нюанс. У них есть успехи. Александр, у них есть успехи. И успехи и на фронте, и в политической жизни. То, чего нету у Зеленского. Есть успехи. Я не говорю Украины, именно у Зеленского, потому что от Украины почти ничего не осталось. То, что было Украиной, оно сейчас пытается открыть ФОП за границей и хоть как-то выжить, и семью свою прокормить. Это, кстати, про ФОП очень хорошая история. Вот я вчера в Шуме рассказывал, тоже показывал. Загибается бизнес. Причем доктора экономических наук об этом говорят. Там треть бизнеса, 20% уже закрылась, да, из этой сферы обслуживания, 10% и подавно. В общем-то, под большущей угрозой, да, причем такие проблемы испытывать необыкновенные. Там вот девушка включалась, у нее просто маленькое кафе, а ей пришел счет коммуналку, да,
за ведение бизнеса, 27 тысяч. Да, ей помогла Свириденко, правительство, один раз выплату какую-то дали, ну а вообще, ну, в общем, конечно, они говорят, что в Украине бизнес вести – это утопия. Кому интересно, посмотрите, вчерашний шум очень яркий получился. Но тут же, понимаете, в чем дело? Тут же очень важно, как правильно преподать. Вы говорите, нет успехов. Ну как же нет успехов? Зеленский вот на днях выходил к студентам. Значит, выходит и выступает. Да? Его очень много, скажем так, оттуда цитировали. Во-первых, там посыл такой, что украинцы не рабы. Это вот такой посыл. Рабства немає, говорит. Во-вторых, тоже вспоминали, что это вот благодаря ему вообще хоть какой-то свет есть, потому что у него нет времени попить чай, кофе. Если бы чаевал и кофе пил, то вообще бы не было света. Представляете, мы ему всем обязаны. Эту как бы встречу описывает советник, почетный железнодорожник Украины, значит, Сергей Лещенко. Значит, что он говорит? Да? Это просто тоже феноменально. Да? Это, как говорится, спешите видеть. Честный разговор президента со студентами. А этот разговор показывает приземленность Владимира Зеленского, его натуру простого человека, лидера, равных себе, а не политического небожителя, которому выпала судьба держать удар и сохранить независимость украинской нации в условиях полномасштабной войны. В общем, какой человек, да, простой, с людьми, по-простому. Он там сленг использовал, даже есть видео, где вот там нарезки, да, где он там блогеры, там вот это все, какие-то словечки употребляет. Ох, как здорово! Я предлагаю вот этот фрагмент рассмотреть непосредственно оттуда, да, там есть много разных фрагментов, я уже их сказал, но вот этот особо привлек внимание к контексте того, а почему, собственно, не получается. Так смотрите, вот вообще срока не было президентского, только пришел ковід, потом война, вот как он это описывает. Ковід і війна. Ось моє президентство. Два етапи. Я став президентом, і в перший рік президентства був удар в всьому світі, і був удар по Україні. Ковід почався. Я не бачив іншого президентства, я бачив президентство тільки в ковід і боровся з ковідом, так як весь наш народ. Ми вигадували багато різного, як і інші лідери, будували інфраструктуру медичну, якої у нас не було, підготовки до ковіду. Ну і на мій погляд, ми були одними з кращих в Європі. Це не моя заслуга, наших лікарів, безумовно. Так, але було багато технологічності в тому, що я спробував внести. Я відкрив Міністерство цифровізації. То есть, получается, Спартак, вроде как бы вот можно было бы развернуться. Ну и так нормально программу свою не успел сделать, а так вообще классный, хороший лидер. Ковид помешал, а потом Путин. Во-первых, скажу так, что Зеленский ничего не предпринимал во время ковида. Он только препятствовал. Мы разрабатывали классные программы. Была такая платформа Коронавирус.Инфо, которая, Александр, колоссальные усилия были вложены. Министерство здравоохранения сделало очень много. Единственный, кто постоянно мешал, это был офис президента. Постоянное препятствие. Невозможность снизить цены на маски. Не было желания, вот была возможность завести маски и санитайзер. Звучит сейчас смешно, но санитайзер был в дефиците. Сейчас это не проблема, а тогда это была трудность. И офис президента бойкотировал ряд инициатив, которые были направлены на бесплатные поставки, на улучшение качества медицины. В общем, а все, что они делали, конечно, он не помнит. У него не было времени кофе попить. Он пытался испортить все, что можно было испортить. Ни секунды покоя. А касаемо того, что он хочет переизбраться, вот видите, вы так сказали, я так не смотрел на эту ситуацию. Это очень интересная мысль. Потому что, когда он это мне рассказывает, вот типа, там, у меня не было другого срока, единственное, что у меня в голову мне приходит, это то, что ни у кого не было другого варианта. Ты не смог заменеджерить, грубо говоря, 40 миллионов, а кто-то заменеджерил 140, а потом еще и активно начал действовать, влетел в забор, скажем так, примитивным языком, реконструировал все, что было, и продолжает бороться. Это слабый аргумент. Если ты не смог справиться с какой-то задачей, у тебя не было возможности справиться с задачей, и ты оправдываешь это тем явлением, Александр, с которым столкнулся весь мир, то это признак твоей неполноценности. И вот и тоже хотелось бы, чтобы Лещенко все-таки научился правильное слово писать. Не приземленность,
а примитивность. Или там, допустим, неприземленность, а неполноценность. То есть неспособность соответствовать статусу. Нет, Дело нет, в том, нет, здесь что же заявление- речь о другом немного, да, он же хотел показать, что смотрите, вот такой простой, ближе к людям, Зеленский, но, видимо, не владеет языком, да, говорит, приземленность употребляет слово. Когда человека называют приземленным, ну это уж явно не комплимент. Ну, во-первых, мы знаем, как Лещенко работает. Поверьте, языком он владеет лучше, чем очень многие там наши с вами знакомые. Зеленский лично ознакомлен с языком Лещенко. Во-вторых, нужно учесть, что это звучит как будто бы какой-то стёб, что он не небожитель, что он как бы равный. Но выглядит очень дешево. Александр, объясню очень простым языком. Это копия старшего брата. Потому что такое выходит только после того, как это делает Путин. И есть нюанс. Когда это делает Путин, еще раз, внимательно, я вот для подписчиков и для тех, кто и проукраинский, и пророссийский, я вам говорю, я не фанат Путина. Не подумайте, что я пытаюсь там его как-то выйти. Я просто хочу провести параллели двух воюющих государств. Путин, когда это делает, после этого никто нигде не рассказывает. Это, во-первых, он это делает регулярно, часто и даже дает возможность людям звонить. То есть, есть контакт, есть возможность связаться обычным людям, смертным. У Зеленского уже подбирают конкретных людей. Среди тех студентов, кто там присутствовал, у меня был один знакомый, он, правда, журналист, и он рассказывал, что был подбор очень жесткий. Было много контроля, элементов давления, потому это не является чем-то свободным, как мы себе представляем. И на чем я хочу сделать акцент? На том, что когда это делает Путин, он об этом потом нигде не заявляет. Никто не рассказывает, какой Путин молодец, как он спускается к людям. Когда Трамп отвечает на вопросы, никто не говорит, боже, Трамп великий, он такой могущественный, он столько сделал для Америки, и он ответил на чьи-то там вопросы, он съездил в какой-то университет Массачусетса. Никто об этом не говорит. Знаете почему? Потому что это задача президента. Кичиться выполнением своих должностных обязанностей, кичиться тем, что ты делаешь и так ничтожно мало и невероятно плохо. Если ты этим хвастаешься, то это признак того, что, может быть, тебе не надо на второй срок. Может, давай ты уже как-то первый, в конце концов, закончишь. А в принципе, я очень даже не против, чтобы он шел переизбираться. Если сначала его срок закончится, то я очень, пускай пробует. Очень хотелось бы посмотреть на это. Во-первых, сразу сделать перепись дебилов в стране. То есть ты же, когда ставишь галочку за Зеленского, это же должно фиксироваться, я надеюсь, где-то. Да, несмотря на анонимность, я считаю, что должна быть эта перепись. А во-вторых, кстати, голосовать за Зеленского – это абсолютно антиукраинская позиция, потому что Украина не стала лучше с момента прихода. Я не скажу, что Украина стала процветать с момента прихода Порошенко, но такого убожества на экономическом, политическом и социальном плане, это надо было прям приложить усилия. Так что, когда говорят, что Зеленский бестолковый, не верю вам. Видите, как показывает, умеет. Как в детстве, разобрать игрушку и потом не собрать, отдать старшему брату, чтобы тот все переделал. По поводу старшего брата очень ярко обсуждается ситуация с замедлением Telegram в Российской Федерации. Причем очень интересно, что Украина же первой хотела бы вроде как ограничить Telegram и закрыть Telegram, но вот россияне, видите, опередили. Да? Опять они, получается, первые. Значит, это пока не запрет. Более того, есть разные комментаторы, они уже, в общем-то, выходят и говорят, что, в общем-то, вот и от рекламодателей рекламного рынка тоже вроде как не отказываются. В общем, замедление. Это вот нечто подобное, как с Ютубом. Да? YouTube вроде ограничили, замедлили, потом немножко прошло время, немножко попустили, немножко поджали. А вчера, говорят, тоже YouTube, в общем-то, не работал, пропадал там на DNS-серверах. Так вот, про Telegram. Примечательно, что это все выдается как проблема с компанией Павла Дурова, да, там денег задолжали за штрафы, и вообще должны соответствовать законодательству. Сам Дуров написал, что Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на подконтрольное государством приложение, созданное для слежки, политической цензуры. Значит, сравнивает с Ираном, который 8 лет назад тоже, подобное провернул. Но теперь, смотрите, все через VPN пользуются Telegram, поэтому, в общем-то, Дуров говорит, не задушишь, не убьешь нашу песню. Ограничения свободы граждан никогда не являются правильным решением. Telegram выступает за свободу слова, конфиденциальность, несмотря на любое давление. Ситуация,
очень деликатная, потому что, ну а как получается теперь дальше? То есть неужели взять и запретить Телеграм? Но как же свобода слова? А где ее получается больше? В Украине, в России? Вообще за свободу слова, за которую так борются, но как бы путем запретов во время войны. Борец за свободу слова для меня это, как, знаете, борец с темными искусствами из Гарри Поттера. Примерно такой же уровень нереалистичности в государстве Украины. Я расскажу, почему это применяется в России и почему на самом деле от Телеграма они не откажутся. Замедление Ютуба это сделано умышленно, это тоже понятно, но от Ютуба в полной мере они не откажутся. Значит, объясню. Есть такое когнитивное искажение, такая, ну, назовем это ошибкой мышления, которая называется функциональная фиксация. Это состояние, которое встречается в проблемных ситуациях. Человек, решающий проблему, иногда не может осознать, что объект может служить какой-либо иной цели, помимо той, для которой он обычно предназначен. И вот если, смотрите, как происходит, если предмет предназначен для свободы слова, то человек не может понять одну важную вещь, что он также может быть предназначен для того, чтобы слово контролировать. То, что происходит с Телеграмом у нас. У нас отслеживают, кто с кем общается, кто кому дает какую информацию для того, чтобы подавлять. В России это будет работать на элементе контраста. Значит, смотрите, предлагается замедлить... российская власть предлагает, давайте остановим работу Телеграма или его сильно замедлим. Все начинают возмущаться. Они накручивают просмотры, сама же политическая сила, накручивает просмотры на несогласии. Вот, допустим, нет, мы не согласны, и там много-много-много просмотров, нет, не соглашаемся. И даже сами власти, некоторые представители властей, кстати, в том числе из «Единой России», говорят, ну, это было бы не очень логично, это не совсем правильно и так далее. Они поддерживают эту инициативу. В итоге власти говорят, ладно, хорошо, народ против, некоторые представители власти против, не будем этого делать. Что получают люди? Желаемый результат. Что им дали? Ничего нового. У них что-то отняли? Ничего не отняли. А ощущение, как будто произошло хорошее событие. Ну да, сначала отобрать, а потом дать. Вот это называется политтехнология. Вот это стратегия. Вот эта стратегия. И она у них сработает. Потому вот этот элемент функциональной фиксации, когда человек не понимает, для чего придумано это, оно кажется так, что это прям возмутительно. Вот сейчас никто не будет запрещать Телеграм. Люди не понимают, что Телеграм для военкоров, например, является очень важным источником передачи информации. Благодаря Телеграму мобилизационный ресурс в России, да хорошо так толкнулся. Многие люди через Телеграм получили возможность мобилизироваться, получить свои, сколько там сейчас, 20-25 тысяч долларов за подписание контракта и плюс каждый месяц капает. То есть, понимаете, им это невыгодно делать, потому это делается для того, чтобы создать иллюзию борьбы с властью. Власть должна иметь элемент сопротивления. И вот вам сопротивление. Человечество выбрало возможность пользоваться Телеграмом. До того Телеграма нет никакого дела, потому что вы правильно подметили, что в других государствах, в Иране, Иран это вообще не демократическое государство, и оно даже не претендует на него, люди пользуются. Просто включают VPN. Это очень несложно. Запретить полностью VPN невозможно, это нереалистично. Есть даже VPN, встроенный в телефон, и что с ним делать? Запретить телефон, потом запретить что? Разговаривать. То есть это нелогично. Потому мое мнение такое, вот именно с точки зрения психологии масс, я считаю, что это очень хороший, хитрый ход, который позволяет даровать людям ощущение свободы там, где ее не добавили. Но и не отняли, но могли. С Украиной работать. Еще очень интересный момент. А как теперь будут продвигать запрет Телеграм в Украине? Под каким соусом? Понимаете, получается, что ты вроде бы как запрещаешь Телеграм, ибо он работает на Россию, а Россия сама от него берет и отказывается, и сама его запрещает. То есть абсолютно непонятно будут выглядеть те, кто будет продвигать Телеграм как российский какой-то непонятный ресурс, который подрывает обороностойкость Украины. Понимаете, и получается вот такая патовая ситуация. То есть, вроде как и запретить нельзя, и разрешить тоже неудобно.
Это вот я на это так, видите, как хорошо, когда есть диалог, потому что я понял одну часть, что они не собираются этого делать, но на фоне того, что если они уже не запретили Telegram, то запрещать в Украине сложно, потому что Telegram является также очень серьезным средством пропаганды. И дело в том, что российская пропаганда, она эффективность на территории России не сильно теряет, потому что не все области ощущают эту войну. Посмотрим правде в глаза. Малый и средний бизнес не страдает так, как страдает в Украине. А в Украине ребята прям все чувствуют. Прям все. Каждая область это ощущает. Даже пресловутая Львовская. Все чувствуют эту сложность. И получается так, что если а мы-то считаем, что Россия это прям совсем плохо, тирания, то если тиран не запретил, то запрещать нам это просто гениальная мысль. На самом деле, видите, я до нее так это не додумался и не заметил. А это хорошо, это хорошо. Да, получается, таким образом можно оставить место, где может разворачиваться хорошая политическая пропаганда, а потенциалы пропаганды у большого, сильного, устойчивого государства сильно лучше, чем у маленького загнивающего, скажем так, загибающегося государства. Смотрите, я говорю, что государство загибается не потому, что там, мы территории теряем, и не потому, что уже у нас даже нет наших редкоземельных металлов, мы уже все, что можно отдать, отдали. Я говорю именно про количественный показатель, про людей, просто про людей. Их сильно становится меньше. Вот вы тоже любите сейчас говорить, давайте про людей. Да, так а что их просто становится все меньше и меньше. Они реально выживают, они просто не знают, что будет завтра. Люди молятся. Это, знаете, как было в самые тяжелые времена, люди начнут скоро молиться на пшеницу. Знаете, будут выбегать на улицу, радоваться тому, что солнце вышло. Слава Богу, сегодня не замерзнем, не умрем, солнце вышло. Так уже это сейчас есть. Вот, пожалуйста, гуляет видео, из Винницы. Там люди радуются генератору. Слава генератору! Слава генератору! Слава генератору! Слава генератору! Дівчина! О, великий генератор! О, великий генератор! Ми віддаємо тобі жертву, прекрасну дівчину, прийми її, дай нам світло! Дай світло! Дай світло! Дай світло! Дай світло! Дай світло! Это понятно, что в каждой шутке есть доля шутки, да? Это выглядит, понятно, как какая-то самоирония, но все равно от этого очень горько. Знаете, даже если это все полный стёб, выглядит это катастрофически. То есть уже шутят над таким, люди уже понимают, что не на что надеяться, не на кого надеяться. Есть такой эффект, хотел поделиться, тоже когнитивное искажение, такой эффект, который называется эффект очевидца. Еще называется эффект Дженовеза, потому что была женщина с фамилией Дженовеза, которая стала родоначальником, скажем так, этого эффекта. В чем заключается суть? Эффект проявляется в том, что люди оказывают свидетелем чрезвычайных ситуаций, каких-то сложных событий. Если они оказались в этих ситуациях, то видя, что много свидетелей, они меньше мотивированы помогать, надеясь на то, что кто-то другой помог. И создается вот этот эффект диффузной ответственности, она вся рассеивается. То есть не один вы не помогли, целая группа людей не помогла. И обратная ситуация. Если вы один на один оказываетесь с человеком, который попал в беду, вы с очень высокой вероятностью поможете. Держу в курсе, когда женщина, вот эта Дженовеза, у нее были серьезные ранения, у нее были серьезные проблемы, вся улица выбежала и смотрела, никто не вызвал скорую помощь и полицию. Причиной потом, как уже объясняли, стало то, что каждый подумал, что кто-то уже точно вызвал полицию, не хотели вызывать ее дважды. Точно так же сейчас работает с Украиной. Посмотрите, сколько Украине помогало государств параллельно. Множество. В данный момент все слышат про Украину. Зеленский ездит, очень громко об этом везде рассказывает. И каждый раз спекулятивные речи. Я понимаю, во время войны нужно использовать все методы. Тут у меня 0 осуждения, 100% понимания. Но уже, знаете, там Испания такая смотрит, думает, так, ладно, Италия поможет. Италия говорит, мы сокращаем свои расходы. Смотрит на Германию, пусть Германия помогает. Германия такая, мы поможем, но у нас, говорит, уже у нас тоже ничего нет. И все такие смотрят на США. И США говорит, ребят, тут надо заканчивать, потому что мы хотим бизнес делать, а нам для того, чтобы сделать
еще парочку штатов добавить, нам необходимы, возможности. А Украина эти возможности не предоставляет. Это типа какой-то косвенный сейчас фактор, он не является жизнеобразующим для нас. Поэтому интерес к Украине падает. Как это распространяется на людей? Чем меньше интереса реально к Украине, тем больше к концу, к закату войны она закончится неизбежно. Она не может не закончиться. Даже 100-летняя война даже закончилась. Так вот, к закату войны у наших, скажем так, небожителей, назовем их, возникает ощущение того, что нужно как можно больше наворовать, как можно больше реализовать потенциала доступа к финансам. Что остается обычным людям? Находить юмор, найти что-то забавное в этом, хотя в этом забавного ничего нет, но они как-то справляются. Люди реально переживают очень тяжелый период. У вас, я думаю, знакомые есть в Украине, и не один. У меня вот мама мне недавно скинула фотографию термометра в доме, в помещении, 7 градусов. Там, где я сейчас живу, ночью в 2 раза больше, 15, на улице. А это дома 7. И я думаю, если бы ей сказали, смотри, мы тебе дадим сейчас электричество и тепло, тебе нужно просто там пустить хоровод вокруг стула и сказать слава генератору, я думаю, она бы без проблем это сделала. Просто люди отчаялись. Но опять-таки, это отчаяние, оно прячется за маской необыкновенной потужности. И обычно в этом отчаянии есть всегда вот эти лидеры общественного мнения, ломы или там уважаемые люди, которые как бы чувствуют, что нужно дать народу. И это работало. Это работало очень и очень долго. Сейчас вот, например, такой товарищ, как Гордон, на его даже особо и не смотрят, я заметил, многие украинцы, они только заходят на канал, читают его обложки, да, вот он, пожалуйста, Украины будет чудо-оружие, скоро повеселимся. Это, наверное, повеселимся так, как в Виннице, да, это же весело все. То есть они воспринимают вот эту опасную ситуацию как нечто веселое. Ровно так же, например, но уже с другим знаком, если там со знаком плюс, то со знаком минус выглядит Наталья Мосейчук, например. Она судорожно бьется в том, что не работает она на офис президента. Так и говорит, пошли все, в общем, по адресу, да, все те, кто так считает. Ей пришел в комментарии там порошенковский политтехнолог, она с ним закусилась. В общем, как-то все меняется, все абсолютно по-другому выглядит. Модно было, да, вот сотрудничать с властью, все как бы этим гордились, сейчас мало кто гордится, но тем не менее продолжают стоять на своем, хотя эта позиция достаточно изменчива сейчас. Почему так происходит? Потому что, так мы уже сказали, вы подметили, движется к закату. И есть необходимость выдумывать вундерваффе какой-то, потому что все видят, чем это закончится. Умные люди, я хочу все-таки заметить, меня могут там закидать плохими комментариями, Мосейчук не глупая женщина, она понимает, когда нужно спрыгнуть с этой истории. Она неоднократно умудряется при любой власти быть в фаворе. И она понимает, когда эта власть начинает идти на дно, она начинает менять свою риторику. Если уже человек вроде Мосейчук начинает менять риторику, будьте добры, граждане, задумайтесь, потому что она всегда успевает, она умудряется, у нее есть хорошее чувство времени, так-то она понимает, когда нужно уйти. И это тот сейчас период, когда она начинает уходить. То есть она начинает отдаляться от токсичных и деструктивных элементов, таких, например, как офис президента. То есть она уже может себя, пускай она будет ассоциироваться с чем-то связанным с президентом, но не с офисом, потому что офис теряет свои баллы, те, за которые они так сильно переживали. Естественно, я про них и говорю, да. Так вот, они сильно теряются, и так как я сказал, что она не глупая женщина, очень умная, она зрит в корень, она понимает, когда нужно собрать котомку и уходить в другую сторону. И она останется, и потом все поменяется, она все равно будет, она умеет выживать, она знает, она сталкивается с трудностями. По поводу Гордона. Почему такие заявления? Я понимаю, есть такой эффект контраста.
говорю, еще холодно. Когда ты голоден, тебя очень сложно представить, что такое быть сытым. Что говорят, голодный сытому не друг. Когда у Украины настолько много серьезных проблем, например, с энергетикой, я даже не говорю про войну, просто базовым выживанием, им очень сложно представить, как им будет хорошо. Но что им легко представить? Им легко представить, что может быть что-то, что это изменит. В какую сторону? Никто представить не может. Но могут представить, что изменит. Это, как, знаете, ложное обещание. Муж жене говорит, вот через неделю, вот увидишь, вот я тебя порадую. И не важно, что он 10 раз обещал и ни разу не сдержал свои обещания. Вот эту неделю она проживет в ощущении абсолютного счастья, что что-то произойдет в конце недели. В конце недели, естественно, он ничего, ее ничем не порадует, может немножко даже ее чем-то огорчить, напьется, не вернется домой или еще что-то. Но вот этот вот алкаш, который каждый раз обещает своей жене золотые горы и в итоге не приходит, вот это вот Гордон, который каждый раз что-то обещает и никогда ничего не случается. Смотреть забавно, относиться серьезно, наверное, не стоит. Ни одно из его заявлений, кстати, не реализовалось. Что мне, кстати, очень нравится в этом плане. Человек последовательный, понимаете? Он слово дал, слово забрал. Поэтому скоро повеселимся. Хочу посмотреть на это чудо оружия. Ну, к сожалению, чудо оружия в Украине, оно одно. Это война людьми. В последнее время очень иначе выглядит мобилизация. Вообще по-другому. Она особенно жестокая. Она достаточно бьет по нервам. Пуще прежнего. Случай недавний в Одессе, когда мужчину с собачкой, так сказать, бусифицировали. Все как бы воочию. Ее затаскивают, засовывают, так сказать. И такие вроде как привычные кадры, но тут же интересно, что потом, что потом происходит в этом бусе. Вот эта фотография, это, наверное, символ. Вот символ бусификации, этот взгляд этого человека с перебинтованной головой. Рассказывают, пишут его родственники. В общем, 9 числа около 2 часов дня на Алексеевской площади забрали мужчину с собакой. Без разговоров запшикали глаза баллоном, ударили, затащили в бус 3 человека. После задержания отвезли в военкомат на Берлинского. Во время разговора был нанесен удар по лицу. Мужчина ударил в ответ, и несколько человек начали бить мужчину. Надели наручники, били ногами. Когда он отказался подписывать документы, некий Дмитрий ударил его по голове пистолетом, и вот получилось рассечение. Вот этот кошмарный вид, который мы видели. Работники ТЦК, которые задержали, они же и были. Да, вот они испугались, решили вывести его в Одесскую область, район Тарутино, в областную больницу. 3 часа дороги он истекал кровью, поступил в больницу с огромной потерей крови, весь в крови. В общем, в больнице была проведена операция, после которой работники ТЦК хотели как бы дальше его забрать, но там уже местная полиция областная этого не допустила. Даже брали в заложники собаку. Да, вот она вся окровавленная, не бросила хозяина. Жуть, конечно, жуть. Я почему показываю вот эти кадры? Потому что такое ощущение... Вот я вспоминаю, в школе были уроки мужества. Я еще из того, как говорится, постсоветского помета, который помнит уроки мужества, советские учебники, хронику показывали, ветераны приходили. И там вот этот подобный взгляд я вот встречал в концлагере, на хрониках вот лихолетия, блокадного Ленинграда. Это абсолютная вот такая безысходность. Сейчас подняли тренд и волну, что с этим нужно бороться. Вы верите, что это реальная борьба? Нет, я не верю. Или тут, наверное, по-другому? Тут просто вот такие ужасающие случаи, и поэтому так, чаще звучит какая-то там здравая точка зрения, критика, ровно потому, что общество это требует. Нет, ничего не произойдет, нового не будет. Дело в том, что идея о том, что вот будем мстить там ТЦК и полиции. Такие эпизоды были, вот такой острой реакции, они были и раньше, просто сейчас их начинают
ну, как бы больше показывает. Статистика не поменялась категорически, но люди понимают, что легче согласиться, потом просто уйти в СЗЧ. Ты останешься цел, с тобой ничего не случится, никто тебя, честно говоря, искать не будет. Ты просто собираешься, потом уходишь в СЗЧ. Если тебя ловят снова, ты снова уходишь, никаких проблем, ничего не происходит. Разницы никакой, что идешь в СЗЧ, что ты просто не будешь из дома выходить, ты останешься жив, это самое главное. Оказывает сопротивление неэффективно. Во-первых, потому что спецсредства есть у этих людей, во-вторых, их, как правило, больше. Но если у вас там, допустим, группа, и вы можете отстоять себя, да, конечно, они не будут. Я даже видел видео, где шли спортсмены с зала борьбы в Киеве. Известного зала, не буду называть какого. Шли спортики такие, остановились менты с ТЦК, вышли, увидели там одного чемпиона Европы и поняли, что все-таки физическое здоровье его не купишь даже за те деньги, которые ты заработаешь за мобилизирование. Потому, наверное, пожалуй, надо просто ехать дальше. Не увидели, поняли и уехали. Потому люди боятся боли, люди боятся смерти. Они знают, что они умрут, и они вооружены этим знанием. И приближать час смерти никто не хочет. Понимаю людей, которые сопротивляются, в этом эффекта немного, если вам некому вас поддержать. Лучше сразу убегать быстро, то есть не давать возможности им с вами сконтактировать. Или там срабатывать на элементе неожиданности. Будут ли повально такие ситуации? Нет, не будет. Потому что Мартин Селигман когда-то ввел такое понятие, как выученная беспомощность. Такой психолог-позитивист. Он ввел понятие выученная беспомощность, которое продемонстрировало, что это работает как с людьми, так и с животными, формирует паттерн реакции на подавление. И вот в чем заключается суть вот этого эффекта? Что если длительное время интенсивно подавлять волю существа в свободе путем запугивания, со временем свобода будет интерпретироваться как что-то опасное, а не свобода как элемент контроля и безопасности, потому что важным фактором безопасности является предсказуемость. То, что предсказуемо, для них будет безопасно. Вы понимаете, Александр, что сделали с нашими людьми в этом государстве? Такую подмену понятий, где рабство равно свобода, как 1984, рабство равно свобода, подавление сопротивления равно небезопасность, хотя ты борешься за собственную жизнь. А борьба за собственную жизнь – это ускорение процесса умирания. Сколько людей умирает после борьбы с ТЦК, никто не знает. Невозможно потом с ними судиться. Это, конечно же, форменные преступники. Естественно, я не испытываю к ним никакого сострадания. Не хотелось бы, чтобы они вообще существовали в этом мире, но есть, что есть. И мы должны уже работать с последствиями. Но опять-таки нужно понимать последствия для другой стороны. Нас же как учили? Надо быть толерантно, надо вставать на сторону другого человека. Вот парень этой девушки, он служит в ТЦК. Вот что она говорит. Хлопець, який робив ТЦК. Він забирає людей. Да. Це не є хорошо, я цим не горжусь, але я бачу його, я знаю, як це все працює, і, хорошого в цьому нічого немає. Йому теж не хочеться мобілізувати людей, забирати їх там на війну, але є приказ. І якщо він не виконує цей приказ, то погано буде йому. Це цепочка, понимаєте? Тобто є начальство, яке, на кожній роботі є начальство, є план. І так воно один за одним. Якщо не будуть забирати людей, не буде кому воювати, я це розумію. Але ніхто не хоче йти, ніхто не хоче. Ніхто не хоче цього робити, ніхто не хоче забрати когось, кудись вести. Ви думаєте, йому це подобається? Йому цього хоче, йому це взагалі треба? Чи він хоче просто бути вдома і займатися своїми справами? Цього ніхто не хоче робити, але сам факт, це система, яка просто так працює. То есть, видите как, никто этого не хочет. Никто не хочет бить, хватать, но есть система, вертикаль, которая это делать заставляет. Мол, последствия, опять-таки последствия. А так все понимают. Служить не хотят, ловить не хотят, но все как-то крутится. Я хочу сказать, что есть такой механизм, который позволяет человеку, грубо говоря, не сойти с ума. Есть рационализация, такой механизм защиты психики. Рационализация, когда ты с помощью логических предпосылок объясняешь иррациональность своих действий, абсурдность происходящего. Есть такая вот как морализация. То есть, когда ты объясняешь происходящее
за счет того, что вот если мы не будем делать так, то будут какие-то моральные последствия, и нам необходимо действовать в соответствии с этим, чтобы сохранить собственную жизнь. Но есть еще одна очень важная ошибка мышления. Это вот кому будет интересно, слушатели, загуглите, называется ошибка позитивного мышления, вера в справедливый мир. Склонность оправдывать любые жестокие и несправедливые события с позиции отказа принимать несправедливость мира и случайность происходящего. То есть людям легче найти какую-то типологику, нежели принять факт того, что мир несправедлив, а мир несправедлив. И когда человек, который творит несправедливость, который совершает, черт с ней с несправедливостью, совершает преступление. Мир несправедливый, но преступление — это плохо, это объективная реальность. Совершать подобные преступления, ему нужно объяснить, почему он это делает самому себе, для того, чтобы его психика не имела конфликта. Потому что никто не хочет быть абсолютным ублюдком, каким являются ТЦК и многие полицейские нынче. Не все, кстати. Я к полиции в целом отношусь неплохо, потому что с ними раньше работал и знаю, какой труд они делают. Но то, что касается мобилизации, то, что касается принудительной вот этой мобилизации, то, что касается насилия над людьми, им необходимо придумывать причину, например, что если мы не сделаем, то мы пострадаем. Вопрос, почему ты работаешь в сфере, где ты можешь пострадать от нарушения закона? Вот ты нарушаешь закон, если ты не нарушаешь, ты страдаешь, нарушаешь, не страдаешь. Что это за сфера деятельности такая? Не в твоих ли силах это поменять? Если нет, то ты раб. Зачем жить в государстве, где ты раб? Почему ты не сменишь место жительства? Если это в твоих силах, то это просто делает тебя представителем аппарата насилия. Вот и все. Не выдумывай себе никакие оправдания. Сегодня Олимпиада же идет. Олимпиада — это всегда событие, да, оно событие и светское, оно событие и спортивное, в общем, перформанс. Это всегда дух объединения, дух какого-то единства. И Украина представила на зимней Олимпиаде своих спортсменов, которые вот один за одним попадают в такие неприятные оказии. Все видели, да, как скелетонист, да, в общем, устроил или вот такую, скажем так, ситуацию вокруг этого шлема. Он выходил выступать и тренироваться в шлеме, где погибшие олимпийцы и вообще спортсмены в ходе войны, и, мол, это вот наша борьба за свободу, в общем, должна планета, все должны видеть. Ему запретили. Это пытались обжаловать, ему ответили, что давай, наверное, ленту, пожалуйста, траурную с изображением этих людей. Но, в общем, нельзя. Но он был такой не один, также на Олимпиаде запретили в том числе и на шлеме надпись «Be brave like Ukrainians», «Будь смелыми, как украинцы». Фристайлистка, вот так, да, Екатерина Кацарь. Это письмо получила от МОК еще до соревнований. Ее головной убор назвали пропагандой. Кацарь решила его сменить на шлем с маленьким флагом Украины. Фристайлистка выступала в этом шлеме на международных соревнованиях с 22 года. В общем, какая-то вот, не знаю, очень и очень вот такая нетипичная ситуация. Обычно, выходят, например, да, там поддержка Украины и весь мир, в Европе тем более. Те Олимпийские игры зимние проходят в Италии, да, и всегда, в общем, воспринималось нормально, а здесь вот такое противодействие. О чем это говорит, как вам думается? И ведь давайте будем откровенны. Все-таки наши спортсмены... Нет, они, безусловно, заслуживают уважения. Они, в общем, всю жизнь положили этому виду спорта, зимнему, тем более не такому популярному, как летние олимпийские виды спорта или какие-нибудь командные. Это больше похоже на акт пиара, потому что показатели у украинцев не то чтобы там шибко, а совсем не очень. Они не очень сильные спортсмены это делают. Я понимаю, когда это делает какой-то там чемпион мира. Я понимаю, когда это делает бронзовый, серебряный или золотой призер, как правильно говорите, на пьедестале. Но когда очень посредственный, малозначимый человек в мире спорта показывает это больше похоже, знаете,
больше похоже на рекламу, как добиться успеха, очень долго и усердно тренироваться, чтобы среди того маленького количества, ограниченного маленького количества спортсменов, которых и так позагоняли в Украине, выбиться с правом поехать на Олимпиаду и прорекламировать свой какой-нибудь газированный напиток, знаете, типа, или показать то, что вот смотрите, еще я трусы шью. Вот. То есть взять рекламу. Не, смотрите, я объясню. Тут не вопрос погибших людей, тут мотив. Мотив заключается в том, чтобы использовать площадку не для рекламы. Эта площадка не для рекламы. Вы пытаетесь уже как бы там, в моральный контекст, а мы смотрим именно на сухие факты. Олимпиада – это не платформа для рекламы. Не для рекламы, собственно говоря, тем более трагедии. Люди приходят туда соревноваться. Им дела до мертвых людей в Украине никакого нет. Во-первых, какую это дает информацию миру? На что это влияет? Какой импакт это вносит? Это ни к чему. Во-первых, как должны эти люди понять, что это вообще мертвые люди? То есть вообще какой вывод можно сделать с этого? То есть какую пользу это приносит? Никакой. Это просто выпад для демонстрации. Такой же унизительный, дегенеративный и тупой, как отказ там пожать руку в рамках соревнований или сказать то, что я не буду соревноваться с вот этими, это же русские, я не буду с ними соревноваться. Конечно, ты не будешь соревноваться, они же тебя сделают как стоячего почти во всех дисциплинах. Ты не будешь соревноваться, то понятное дело. Но руку не пожать, не проявить. Это даже Олимпийские игры. Александр, сколько были Олимпийские игры, всю историю примерялись люди, потому что это вне политики. Когда ты тянешь политику и рекламную деятельность, связанную с политикой, в поле, где люди соревнуются, показывают пик человеческих возможностей, ты выглядишь как дегенерат. Тебя никто не уважает. Проблема заключается не в том, что вот эти люди выглядят идиотами, там напялили какие-то шлемы или еще что-то. Это просто жалкое зрелище, честно говоря, это унизительно. И правда, вы правильно сказали, добейся результатов, потом покажи. Покажи, что ты прав уровнем своего навыка. То есть толку ты просто туда приехал. Но проблема ж не в этом. Проблема в том, что они представляют Украину. Сейчас Украина и украинцы в глазах в Европе, в глазах европейцев мало чем начинают отличаться от россиян. Более того, скажем так, поймаю, конечно, я негативную реакцию у многих людей, но я, как человек, который живет в Европе, скажу честно, что россиянам сдают охотней жилье. Почему? Потому что россиянин, который приехал в Испанию, Италию, Германию, это уровень какой-то. То есть человек уже, ему не дают беженства, как дают украинцам. То есть человек приехал уже с определенным уровнем навыка, дохода, статуса. То есть это не какой-то колхозник с какого-то забитого села. Это не тупая, ограниченная в своем политическом мировоззрении доярка, которая считает, что ей нужно везде писать Russian is a terrorist state, а толку в этом никакого нет. То есть это не какое-то жлобье, которое просто хочет, чтобы ему помогали, потому что он является жертвой, хотя на самом деле сам никак не пострадал. То это люди, у которых есть уже что-то. Это уровень, и то есть с такими людьми больше хочется взаимодействовать, потому что вероятность встретить среди украинцев за границей толкового представителя сильно меньше, чем среди россиян. И не потому, что россияне лучше, а потому что россиянам никто не помогает. Их везде клюют, им не дают возможности. И если кто-то из них вырвался, то это либо стойкий, либо финансово обеспеченный, что нередко коррелирует с нормальным потенциалом личности. С Украиной так не работает. Теперь Украина еще и на поле Олимпийских игр выглядит ограниченной. Мы не способны добиться результатов, мы будем жаловаться, об этом скулить. Проблема нытья заключается в том, что делается акцент на проблеме и не на ее решении. Мы все знаем решение этой проблемы. То есть, победить Россию невозможно. Решение какое, Александр? Мир. Да, безусловно. Вы говорите об украинцах за рубежом, украинцах, россиянах. А если об украинцах в Украине поговорить? Это не первой свежести видео, но оно как нельзя о многом говорит. Это блогер, на которую там собак всех повесили. И вроде как эти же люди, они не спортсмены, блогеры, да, они тех, кого выбирает именно общество внутри, они собирают просмотры, охваты, лайки, рекламы, в общем. Речь идет об Анне Алхим. Вот такое, знаете,
ее мнение по поводу о том, что внутри происходит с ее же цехом, да, с этими выбранными людьми. Если спортсмены, они там добиваются и проходят сито отбора и двигаются вперед, если депутаты, ну, как там Третьякова вчера говорила, да, депутаты – это отражение народа, мол, какой народ, такие депутаты. Она автор формулы вот этой вот «некачественные дети», даже пыталась бренд такой после скандала запатентовать. Но она вот чуть ли не проговорилась, мол, у нас такие депутаты некачественные, потому что народ некачественный. Но тут можно спорить, да, потому что можно было в 2019 году и за табуретку проголосовать, все пожинают плоды этого всего выбора в 2019 году. Но блогеров-то выбираем мы же их любим, мы же на них подписываемся, мы же их там прислушиваемся, не прислушиваемся, а внутри там просто разброд и шатание, и вместо того, чтобы поддерживать друг друга, да, они, в общем-то, наоборот, сливают все личное. И вот я заметила, что люди, которые раньше дружили, которые раньше друг друга поддерживали, которые знали секреты друг друга, вот сейчас за счет того, что в стране война, да, и как бы кроме войны, война уже всех заебала, никто не хочет об этом говорить, всех заебала эти проблемы, и люди начали, вот те, которые дружили, которые поддерживали, которые там давали друг другу аудиторию, которые хранили какие-то тайны, начали сейчас по личке, вот по личному друг друга, а вот она то, а вот она это, а я вот пришла, а я вот сказала, а я вот то. И я на вас, на всех смотрю, и мне кажется, что вы, я причем с вами со всеми общалась, что вы душевно больные. Вы от того, что вы не можете что-то создать хорошее, вы начинаете все хуй залазить в чужие трусы, ковыряться в жопе, и просто это такая вакханалия. Конечно, это все можно свести к менее философским темам, там, война, не война, это наш типичный украинский срач, но это же как-то можно преодолеть? Александр, это свойственно не всем народам, не всем нациям, этносам во время войны. В некоторых ситуациях люди не нападают друг на друга, проблема создана искусственно, но подогрета естественной чертой украинцев предавать. То есть мы профессиональные предатели, украинцы профессиональные предатели. Я как украинец это говорю, потому что я сталкивался с предательством в свою сторону в самые тяжелые периоды неоднократно. Люди, которые называют вас другом, женщины, которые вас любят и все остальное, это все полностью рушится. Профессиональные предатели. Такая у нас черта, взросшенная столетиями, потому что нужно было выживать, были тяжелые условия, постоянные набеги. В общем, оправдывать я эту историю не буду, и констатирую факт. Вот такая у нас черта, ничего с этим не поделать. Кто-то ж миллионы доносов на территории Украины писал, и сейчас их пишут. Потому подогрета она вот именно по сути своей вот этой чертой, но спровоцирована искусственно. Разделение общества необходимо для того, чтобы люди конфликтовали не на почве воровства, не на почве актуальной проблемы, а на почве интерперсональных вопросов. Потому что, Александр, обратите внимание, личное всегда ближе. Вот этот эффект, при котором твой личный опыт тебе кажется более важным, чем какой-то факт. Ты можешь сказать «мне помогло», и не играет роли, что говорит наука. Наука говорит, это вредно, делать так нельзя. Мне помогло. И вот это «мне помогло» более значимо для людей. Потому люди ориентируются на свой персональный опыт. Им рассказывают о том, что вот их там предают, их обманывают, и они должны таким-то образом себя вести. Они, собственно говоря, в таком направлении и действуют. Сейчас это особо остро наблюдается, потому что тотальная, повальная вот эта вот история с лицемерием, где представители средств массовой информации, селебрити, лидеры мнений и так далее, они не могут существовать, если они не лояльны. Лишь единицы, например, такая как Алхим, может сказать, да пошли вы все нахрен, и за счет этого существовать. Потому что если она становится конформисткой, если она становится лояльной режиму, тупорылым дегенератам, которые это все смотрят, верят. То есть вот именно, когда я говорю тупорылый дегенерат, это не оскорбление, это дегенеративное общество, вырожденцы. Можно назвать так, буду заменять так. Значит, когда она рассчитывает на просмотр со стороны вырожденцев, она не добивается успеха, потому что у нее другой посыл, другой мотив и другая модель взаимодействия с миром.
Потому она как раз вытягивает и становится успешной на борьбе с конформистом. Ну, вот так это работает. А большинство просто испугались. Вот у меня есть знакомые блогеры, которые очень слабенькие, очень трусливые. Знаете, они же все время боятся: о, хоть бы против меня санкции не ввели, о, хоть бы меня не внесли там в миротворец. Они не понимают, что это все не играет роли, то, что они там хотят. Они просто ломают свою жизнь, подчиняясь общей системе. Вот и все. Они просто подчиняются тому, что мы называем рабство. А в завершение хочу сказать, что я знаю не так много людей, которые не прогнулись под это. Ну, я с Алхим не знаком, но то, что я слышу о ней, мне нравится, какую риторику она ведет. Очень здравые вещи. Я не знаю деятельности, ничего не знаю о ней, кроме того, что иногда она там говорит, и люди на это возмущаются. Но, Александр, как понять, вот такая есть просто истина, как понять, что человек в Украине плохой, его все любят. Как понять, что человек в Украине хороший, его все ненавидят. Все очень просто. Нет альтернативы. Вот именно дихотомическое мышление. Потому мне правда лестно и приятно контактировать с людьми, которые находятся в тяжелых условиях, несмотря на санкции, несмотря на ограничения, внесение во все зловещие реестры Вселенной, продолжают делать свое дело, не останавливаются, не заныли, не зассали, не бросили, не переобулись, хотя не вижу плохого ничего в переобувании, если это актуально, но не переобулись в том смысле, что не изменили своим ценностям, не отказали своей системе убеждений. И ценю всех украинцев, которые, несмотря на обстоятельства и внешнее давление, остаются самими собой. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите, что думаете в комментариях. Подписывайтесь. Добра и света, несмотря ни на что.